Одна из крупнейших экологических катастроф в мире. Так экологи Greenpeace назвали крушение танкеров в Керченском проливе. Во время катастрофы разлилось примерно 9 тысяч тонн нефти. В Анапе уже ввели режим ЧАЭС. С вами Нехта. Самые важные и интересные новости к этому часу. Взрыв в центре Москвы. Погиб высокопоставленный российский военный. Пентагон сообщил о потерях воинов Ким Чен Ына в Курске, а Путин и Медведев запутались в подсчетах своих. ООН наконец добрались до тюрем в Сирии, фиксировать количество убитых режимом Асада. Дорогие подписчики, я все вижу. Вы не поставили лайк этому видео, поэтому сделайте это прямо сейчас. Так наше видео YouTube покажет еще большему количеству людей. Ну а мы врываемся в новости. Создатель боевых комаров, клещей и грязных бомб убит в Москве. Рано утром на Рязанском проспекте взрывное устройство взорвалось в самокате. На месте умерли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Взрывной волной в доме с 1 по 4 этаж выбило стекла и вырвало двери подъезда. Повреждены и припаркованные вокруг автомобили. Взрыв был очень громкий. Так трясануло. Следственный комитет России возбудил уголовное дело и назначил медицинскую и взрывотехническую экспертизу. Произошедшее квалифицировано как теракт, убийство, незаконный оборот оружия и боеприпасов. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к их совершению. Зампред Совбеза РФ Медведев уже назвал убийство Кириллова агонией киевского режима и в очередной раз угрожает судным днем. Ну и в Госдуме тоже обещают страшную месть. Трагедия с моим хорошим близким товарищем Игорем Анатольевичем Кирилловым, героем России. Чем быстрее мы достигнем цели специальной военной операции, тем быстрее прекратятся эти жалкие попытки таких подлых ударов из-под тишка. Понимаете, чем хуже у них дела на фронте, тем они больше начинают заниматься тем, чем только и умеют. Игорь Кириллов известен по брифингам, на которых обвинял Украину и США в биолабораториях, грязных бомбах, полчищах комаров, клещей и птиц, зараженных опасными болезнями в американских биолабораториях по всей Украине. О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат, предназначен для распространения в воздухе зараженных комаров, о котором мы говорили ранее. В соответствии с описанием, беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой как малярия. В описании к патенту подчеркивается, что зараженный военнослужащий не способен выполнить поставленные перед ним боевые задачи. Накануне днем СБУ заочно объявила Кириллова подозреваемым в военных преступлениях. По приказу Кириллова российские военные массово применяли химическое оружие. С начала войны зафиксировали более 5000 случаев использования оккупантами химических боеприпасов. Это страшная штука, вообще говоря, потому что поражаются слизистые оболочки носоглотки и глаз. Человек теряет вообще способность что-то делать осмысленно и становится, если это происходит на поле боя, становится, так сказать, жертвой противника. Если такая штука попадает в подземный, в какой-то бункер, в укрытие, тогда ситуация совсем плохая, потому что возникает паника, люди пытаются выскочить из этого бункера и, в общем, попадают под огонь. Но это тяжелая штука. Значит, но Кириллов – это самый высокопоставленный военный, погибший во время войны. Он относится ко второму кругу, ко второму слою, если считать сверху военной иерархии. Первый слой – это министры и его заместители. В Пентагоне впервые сообщили о потерях среди северокорейских военных во время боев под Курском. По данным Министерства обороны США, во время боевых столкновений на стороне российской армии они понесли потери. Впрочем, точное их количество не сообщили. Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о значительных потерях среди солдат КНДР. Только за 14 и 15 декабря северокорейские подразделения потеряли не менее 30 человек убитыми и ранеными во время штурма
штурма украинских позиций в районе сел Плехово, Ворожба и Мартыновка в Суджанском районе Курской области. Мы считаем, что северокорейские солдаты участвовали в боевых действиях в Курске. У нас есть данные, что они понесли потери как убитыми, так и ранеными. Тем временем российские лидеры настолько запутались в показаниях о количестве потерь, что уже открыто друг другу противоречат. В январе Медведев утверждал, что в 2023 году контракт с Минобороны для участия в войне против Украины подписали 420 тысяч человек. Ну а накануне Путин проговорился, что количество заключающих контракт с Минобороны за тот же период другой и назвал цифру на более чем 100 тысяч меньше. В этом смысле у нас по личному составу в прошлом году свыше 300 тысяч наших граждан, наших мужчин пришли в военкоматы и подписали контракты на службу в вооруженных силах. Свыше 300 тысяч. В этом году на данный момент уже свыше 430 тысяч. И этот поток фактически добровольцев не прекращается. В то же время, по данным Яниса Клюги из Германского института проблем международной безопасности, темпы вербовки в армии РФ заметно падают. В третьем квартале в среднем ежедневно заключались порядка 700 новых контрактов, что почти на треть меньше, чем во втором. Тогда ежедневно к армии РФ присоединялись около 1020 человек, а общее число составило 92,9 тысяч. Московские военкоматы уже идут на хитрости. В одном из них даже создали изолятор. Об этом рассказал один из российских юристов, который защищает права призывников. Я это связываю прежде всего с повышением плана в Москве по призыву. Были озвучены эти цифры, 8 тысяч человек в Москве. Эти цифры бьются с тем и с моими источниками, которые мне это говорили. Это гораздо выше, чем в 2021, например, году и даже в 2022 году. В Москве эти планы повышают и повышают каждый год, и вместе с запуском этого единого пункта призыва увеличили и планы. Теперь нужно больше отбирать, соответственно, это требует нарушения в процедурах призыва, это требует удержания, опять же, тех же призывников, иначе четверть из них точно пойдет в суды и затянет, например, этот призыв. Это такая борьба, на самом деле, в том числе нашими рекомендациями, как правозащитников, с теми лазейками, которые до сих пор легальные лазейки, которые остаются, чтобы бороться с таким беззаконием. Трамп предупредил, что может отменить решение о дальнобойных ударах по России. Избранный президент США заявил, что думает о пересмотре решения действующего президента Байдена, который разрешил Украине применять ракеты «Атакамс» для ударов по российской территории. Кроме того, его команда работает над поиском путей для завершения войны в Украине. Республиканец подчеркнул, что его администрация будет вести переговоры как с Киевом, так и с Москвой. Зеленский должен быть готов заключить сделку. Вот и все. Должна быть сделка. Слишком много людей погибает. И Путин тоже должен пойти на сделку. Путин никогда бы не стал воевать, если бы я был президентом. Евросоюз потребует от новых властей Сирии избавиться от российских военных баз. Это может стать одним из условий для начала диалога Евросоюза с новыми властями Сирии, заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас. По ее словам, многие министры в Евросовете поддерживают необходимость избавления Сирии от российского влияния. Каллас также сообщила, что Брюссель направил в Дамаск высокопоставленного дипломата ЕС для установления контактов с сирийским временным правительством. Условием для нового руководства Сирии должно стать избавление от влияния России, в том числе и от военных баз, где она ведет свою деятельность в Африке и южных соседей. Так что это определенно наносит вред европейской безопасности. Поэтому мы будем поднимать этот вопрос перед сирийским руководством, когда будем проводить встречи на разных уровнях. Как рассказывал Нехта, в ближайшие 3 месяца Сирией будет управлять временное правительство. Лидер оппозиции Абу Мухаммад Аль-Джулани уже анонсировал проведение в стране новых выборов. В Сирии находятся как минимум 2 крупные российские военные базы.
Ну а в самой стране продолжают вскрываться подробности страшных преступлений режима беглого путинского друга Асада. Сирийский правозащитник Муаз Мустафа заявил в интервью Рейтера о примерно 100 тысяч тел. Их нашли в братской могиле под Дамаском. По словам Мустафы, массовое захоронение в районе Аль-Кутайфа, который расположен в 40 километрах к северу от Дамаска, было одним из 5. 100 тысяч – это моя самая консервативная оценка числа захороненных на месте тел. Это очень, почти несправедливо консервативная оценка. Уверен, что массовых захоронений больше, чем 5, и среди жертв наряду с сирийцами были граждане США и Великобритании, а также другие иностранцы. Эти люди были убиты режимом Башара Асада. Представитель ООН Гейр Педерсон наконец-то добрался до печально известной тюрьмы Сидная. Асад содержал там своих политических оппонентов, там убивали и запытали до смерти около 30 тысяч человек. Тела убитых не выдавали родственникам и уничтожали специальным прессом и кислотой. За долгие годы правления Асадов делегации ООН никогда не посещали сирийские тюрьмы и не интересовались тысячами замученных и пропавших без вести людей. И только сейчас вы сюда приехали, после того, как все погибли. Где вы были раньше, когда моего брата пытали в этой тюрьме? Власти Ирана массово закрывают школы и университеты из-за нехватки энергии. В Тегеране закрыты правительственные учреждения, а занятия в школах и университетах переведены в онлайн-режим из-за низких температур и серьезной нехватки газа для отопления. Школы и госучреждения также закрыты в провинциях Гилиан, Голестан, Ардебиль, Альборс и других частях страны для экономии топлива, сообщает официальное информагентство ИРНА. Там сейчас рекордные минус 20 и снегопады. Напомню, что Иран обладает вторыми после России запасами природного газа в мире, однако ни Путин, ни его друзья по оси зла не могут обеспечить собственное население в достаточном количестве. Как пишет Радио Свобода, стареющая инфраструктура Ирана с трудом справляется с растущим спросом зимой. Лукашенко теперь кандидат на свою любимую должность. ЦИК сегодня официально принял документы для регистрации. Согласно законам Беларуси, документы могут подавать как сами потенциальные кандидаты в Лукашенко, так и их представители по договоренности. За самопровозглашенного документы в ЦИК представил председатель Федерации профсоюзов Юрий Синько. Пока Лукашенко собирает и раздает подарки в Омане, а очередная подача документов на выборы без выбора для него уже в который раз не совсем и важна. Результат-то все равно известен. Зачем поехал в Оман, он не признался. Может быть, будет предлагать султану рассекать по пустыне на белорусских тракторах. Ваши версии пишите в комментариях. Я уже не первый год сотрудничаю с арабским миром, в том числе и с Оманом. По-моему, лет 15-17 тому назад я был здесь. И в чем ценность? Говорят, плохо, что президент долго у власти. Вот нынешний султан тогда меня встречал, сопровождал и так далее. Поэтому мы уже с ним знакомы. И нам легко было вести переговоры. Ну, вы знаете ситуацию вокруг Беларуси, России в том числе, вот эти безумные санкции и прочее. Поэтому мы не очень рассказываем о том, где встречаемся, с кем встречаемся и каких договоренностей достигли. Друзья, большинство из наших просмотров не монетизируется, ну а независимая команда Нехта, ведущие, редакторы, монтажеры, дизайнеры работают исключительно благодаря вашей поддержке. Мы получаем ее со всего мира, постоянных донаторов, и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы вам очень благодарны за поддержку. Если вы хотите присоединиться к их числу, нажимайте на кнопку слева от видео или становитесь постоянным спонсором, кнопка под этим роликом. Я же прощаюсь до следующего выпуска. До новых встреч!